Охотник, которого невозможно остановить, ведь у него прочная броня, впечатляющие размеры и огромное количество ног. Это один из самых свирепых, настойчивых и прожорливых хищников в мире, который всегда стремится найти добычу покрупнее. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – быстрая, расчетливая и очень опасная гигантская скалопендра. Гигантские скалопендры – одни из старейших наземных обитателей планеты, существующие около 400 миллионов лет. И именно размеры в первую очередь отличают их от более чем 12 тысяч известных видов многоножек. За годы жизни скалопендра вырастает до внушительных 30 сантиметров. К счастью для впечатлительных, обитают эти создания лишь в теплом влажном климате, предпочитая тропики Южной Америки и близлежащих островов. Тело гигантской скалопендры состоит из более чем 20 сегментов, каждому из которых соответствует своя пара ног. Такое обилие конечностей позволяет многоножке развивать высокую скорость и перемещаться практически по любой поверхности. В ходе эволюции задняя пара ног удлинилась, превратившись в устрашающие шипы, чтобы другие хищники дважды думали перед нападением. А вот передние ноги стали действенным смертоносным оружием. Пара огромных острых клыков – настоящий кошмар потенциальной добычи, в роли которой выступают не только насекомые. Гигантская скалопендра не из тех, кто мелочится при выборе жертвы. Ее экзоскелет выступает в роли прочной брони, поэтому она без сомнений нападает на животных в разы тяжелее себя. Через полые клыки в тело жертвы вводится целый комплекс парализующих токсинов. Для надежности цель фиксируется как можно большим количеством ног, где каждая пара как отдельное оружие и мощные тиски, что сводит вероятность побега к нулю. Также жертвами гигантской скалопендры могут стать лягушки, змеи, огромные пауки, птицы, ящерицы и другие соразмерные существа. Так что бегство становится лучшим решением при встрече с таким опасным соперником. У скалопендры неважное зрение. Она различает лишь свет и тень. Однако с ориентацией помогают специальные усики-антенны, которые пригодны не только для ощупывания местности, но и для анализа химических веществ. Хеморецепторы собирают информацию из воздуха и дают скалопендре полную картину окружающей местности, включая направление к очередной жертве. Поэтому наиболее эффективной становится охота под покровом ночи. Скалопендра не обращает внимания на многочисленных насекомых, ведь она чувствует, что неподалеку есть добыча покрупнее. Не замедляя шаг, хищник намеренно забирается на самый верх пещеры. Летучие мыши быстро чувствуют угрозу и спешно покидают насиженные места. Сознанием дела скалопендра свешивается с потолка и дожидается, пока добыча сама не прилетит в ловушку. Учитывая, что яд не настолько сильный, крупная добыча часто поедается живьем. К несчастью для жертвы, ест скалопендра крайне медленно, постоянно отвлекаясь на чистку своих многочисленных конечностей. Этим хищникам присуща невероятная прожорливость. В процессе трапезы они могут вдвое увеличить собственный вес. К тому же многие виды после линьки не прочь перекусить, в том числе собственной шкурой. Однако даже у таких защищенных и ядовитых созданий есть враги. Например, родственная калифорнийская скалопендра длиной до 20 сантиметров может привлечь внимание отважного грызуна. Кузнечиковый хомячок не боится нападать. Это удивительно ловкий и маневренный зверек, который с легкостью избегает большую часть уколов.
Помимо прочего, он менее восприимчив к ядовитым укусам, и даже болезненные удары острыми шипами не выводят его из строя. В конце концов, острейшие зубы хомячка пробивают броню соперника, и бывший безжалостный охотник становится очередным кормом грызуна. В местах, где выбор потенциальной добычи невелик, на скалопендру могут охотиться даже змеи. В рационе этого ужа преобладают именно такие существа, поэтому его не пугает сопротивление ядовитого противника, который, несмотря на отчаянные попытки контратаки, в итоге заглатывается целиком. У африканских родственников еще больше проблем, ведь их прямые конкуренты – такие же ночные охотники – скорпионы. И конфликт интересов часто может привести к смертельной схватке. Облаченный в тяжелую броню скорпион становится невероятно трудной мишенью, а его действенное оружие способно с легкостью пробить брешь даже в такой прочной защите. Однако скорпион не всегда выходит из схватки победителем, особенно когда уступает в размерах. Ловкая скалопендра избегает опасных клешней и быстро находит слабые стороны соперника. И когда последний пытается убежать, челюсти впиваются в самое уязвимое место и выводят жало из строя. Скорпион все еще опасен, но введенный яд делает свое дело, и уже совсем скоро многоножка празднует безоговорочную победу. На взрослую гигантскую скалопендру отважится напасть далеко не каждый, хотя и у нее хватает врагов, среди которых крупные хищные птицы и представители семейства кошачьих. Несмотря на прожорливость и устрашающий внешний вид, многие скалопендры зарекомендовали себя как заботливые родители, которые защищают потомство и даже переносят его с собой. Срок жизни гигантской скалопендры может достигать внушительных 7 лет. Укус этого хищника довольно болезненный, но для жизни здорового человека опасности он не представляет. Обладая отменным аппетитом, гигантская скалопендра играет важную роль в природе, регулируя численность обитающих неподалеку созданий. Кроме того, все больше людей заводят ее в качестве домашнего питомца, хотя такое соседство выдержит далеко не каждый. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!